Горячая ракия 2 евро. Горячее вино 3 евро. Здравствуй, друг. Ты, наверное, устал смотреть мои короткие видео про разные города. Маршрутная сетка троллейбусов очень приятная. Патриотичный отель Москва. Эти афиши, как бельмо на глазу. Ей-богу. Архитектура немножко напоминает, даже немножко напоминает австро-венгерскую. По понятным причинам. Конечно же, мне это сильно напоминает тот же Будапешт. Сколько же здесь камер висит и роутеров. Ужас. Белград, он город очень пешеходный. И этим мне он очень нравится. Подсветка просто мировая. Вообще класс. Кстати говоря, мне очень понравились часы с погодой. Ой, как раз погода ушла. Горячая ракия, прям ядреная вообще. Привет, это Белград и Белградская крепость. Сегодня пойдем пройдемся по центру города и заценим, в общем-то, эстетику этого замечательного балканского города. Потому что на Балканах довольно много городов, но таких городов, как Белград, вот я не знаю, я даже таких не знаю. Поэтому пойдем посмотрим. Крепость просто шикарная и смотрится она классно как днем, так и вечером. Даже ночью классно. Друг, а знаешь, что вот это вот? А это Дунай, между прочим. И вид с крепости на Дунай. И здесь мы видим, что? Бранков мост. Красивейший мост. Смотри, как переливается разными цветами. И вообще Белград за последние годы изменился в лучшую сторону. Я прям вижу, как с каждым годом все лучше и лучше сервис. И вообще город хорошеет на глазах. Почему я решил снимать это видео ночью? Просто потому что я лично ночью гораздо больше люблю гулять по городам и по местности. И во-вторых, почему бы нет? Людей меньше, снимать приятнее. Все в огоньках, смотрите, как горит. В общем-то, нет никаких проблем. Мне даже больше нравится, хочу сказать. Смотрите, как красиво. А этот чувак, как всегда, светит своими прелестями, скажем так. А здесь, друзья, поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, этот дом в типичном таком атаманском, турецком, скажем, стиле. Выглядит очень здорово, и подобные домишки я видел и в той же Болгарии, например. Очень классно смотрится. Белград, он город очень пешеходный, и этим мне он очень нравится. То есть никогда нет проблем решить, куда пойти. Очень много разных маршрутов, и ты просто ходишь и чувствуешь, что огромное пространство, огромные аллеи, и никогда не бывает тесно. И этим он просто замечателен. Подсветка просто мировая. Вообще класс. Здесь у нас расположены всякие орудия, танки, но они не подсвечиваются ночью, и их не особо видно. Только очертания, да? А так, здесь очень красиво, и, судя по всему, идет ремонт. Что-то они обновляют здесь, смотрите. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, если видео нравится, потому что я снимаю, просто потому что, мне самому интересно, во-первых. Во-вторых, конечно же, мне хочется, чтобы вы реагировали на эти видео, комментировали. Иначе какой у меня будет стимул все это делать? Я с этого денег особо не получаю. Смотрите, как классно кусты сделаны, в каком стиле. Как все четко подстрижено. Нет, серьезно. Какие еще города на Балканах такие красивые, стильные, вы знаете? София, может быть, хорошо. Будапешт. Так, условно, Балканы, да? Что где еще? В Румынии что-то там, может быть, Бухарест. А так-то, я не знаю, что сказать. Города на Балканах в целом очень деревенские. И я бы не сказал, что они какой-то веет прям такой городской вайб. Поэтому Белград, он в этом плане очень уникальный город, интересный. Хотя, конечно, я могу назвать с десяток хороших городов на Балканах, в той же Албании, допустим, которые просто интересные и красивые. Но именно как столица, да, как большой город, такой пешеходный, мощный, Белград, я думаю, он уникальный в этом плане. Постепенно выходим на одну из главных пешеходных улиц. Здесь слева трамваи ходят. Все в огоньках, все светится. Трамваи, кстати, очень такие аутентичные, я бы сказал. Что такое родное из детства, я бы назвал даже. Сколько же здесь камер висит и роутеров. Ужас. Вот такие вот времена грядут у нас, ребята. Полного просмотра всего и вся. Какой-то интересный стенд с информацией про город. Нажмем. Давай, показывай. Чего тут есть? Так я нажал вроде. Что-то не работает. Очень красивое место. Часы. Здесь какой-то шоппинг-центр.
Ну, немножко балканской эстетики с телефонной будкой. Немножко граффити всякого. Здесь у нас будки с глинтвейном, со сладостями всякими. Что здесь еще есть? Там Starbucks есть. В принципе, за 4 года, что я здесь не был, прям так сильно ничего не изменилось, но в деталях есть позитивные изменения, конечно же. Вот. Смотрим потихоньку, что у нас здесь. Сувенирная лавка, опять же. Там потом обменный пункт. Кстати говоря, мне очень понравились часы с погодой. Ой, как раз погода ушла. Но обычно здесь показывается еще погода. Куда-то она испарилась. Напоминает 90-е, что все в афишах таких вот различных. Это, конечно, не придает красоты городу. Эти афиши, ну, как бельмо на глазу. Ей-богу. Снова глинтвейн, сладости, в общем-то, все абсолютно стандартно. Архитектура немножко напоминает, даже немножко напоминает австро-венгерскую. Ну, по понятным причинам. Конечно же, мне это сильно напоминает тот же Будапешт. 9 часов вечера, многие уже палатки закрываются. Родной сердцу брутализму. Смотрите, как классно смотрятся эти часы. Прям просто супер. А мне еще нравится сильно этот закуток с ресторанчиками здесь. Правда, никого нет, потому что холодно. Все-таки январь. Даже конец января все равно прохладно. Совковый креатив. А это креатив уже не совковый. Можно, конечно, скушать трудельник этот, да? Ой, ну там столько сахара, что я что-то не хочу. Горячая ракия 2 евро. Горячее вино 3 евро. Слушайте, ну горячая ракия прям то, что нужно. Прям ядреная вообще. Ух, вообще класс. Вштыривает прям. Даже круче, чем вино горячее. Так, а здесь какая-то несуразная байда стоит. Что это такое? Это вот крайне патриотичный отель. Рядом с отелем Москва офигенные часы. Смотрите, как время красиво показывает. И что-то в этом есть такое футуристическое, скажем так. А рядом щиток, скажем, баннер, да, в котором рекламируется работа с РЖД. Какие-то, знаете, совместные проекты. Типичный такой брутализм, да, везде. Такие постройки классные. И здесь отель Балкан. Маршрутная сетка троллейбусов очень приятная. И хочу сказать вам, ребят, что билеты можно купить в приложении. Очень удобно на самом-то деле. И, в общем-то, мне нравится. Передвижение по Белграду очень приятное. Фонтан крутой. Если бы он еще работал и подсвечивался, вообще цены не было бы ему. А вы посмотрите в отеле Москва, какое оформление. Какие люстры. Указатели на дорогах обычно на сербском, на кириллице, да, ну, специфической такой кириллице сербской, и на английском языке, чтобы все было понятно. А я все продолжаю восхищаться отелем Москва. Не, ну смотрите, как красиво, реально. Киоск называется очень просто. Мой киоск. С интернетом в целом здесь все в порядке. Хорошие скорости, недорогая цена за связь. Все хорошо, в общем. Такое ощущение, что это вход в метро. На самом деле, конечно, нет. Это просто подземный переход, где продается всякое барахло. Даже эскалаторы есть. Ничего себе. Вот это технологии 21 век. Этот совковый креатив повсюду. Ну прям повсюду. Ну зачем его вот так вот? Что-то непонятно, какая-то жидкость здесь все бурлит. Не пойму я, что тут. Какой интересный, замечательный дом. Какая красота, ребят. Какое оформление. Все прям светится. Так здорово. Вау. И знаете, в чем прикол, друзья? Когда Новый год отмечается здесь, вот рядом с этим зданием, обычно вот этот весь парк превращается в кисельные берега. Вот там обычно стоят туалеты, да? Но ими люди не пользуются зачастую. Они ходят непосредственно в кустики. И ваш покорный слуга тоже так делал. Естественно. Что я прям какой-то там замечательный человек, что ли, который все соблюдает правила? Нет. Я тоже уподобился, скажем так, этой низости. Кстати говоря, вот такие вот туалеты есть. Весьма цивильные. А вот там вот Starbucks. Какая красота! Если выпить много ракии, можно представить, что мы находимся в Будапеште, да? Нельзя использовать туалет несколькими лицами одновременно. Поняли? Вот не нужно, и все. Вот не стоит этого делать. Я не знаю, чему это памятник, но догадайтесь сами.
А парк, на самом деле, очень красивый. Можно ходить, бродить и кайфовать от балканской замечательной природы. Потому что в январе примерно плюс 10. Хотя не знаю точно сколько, потому что я немножко употребил теплой ракии, да. Но если так подумать, то в принципе не так и холодно. И можно гулять часами. Я вот накрутил уже сколько? 26 тысяч шагов, да? Пешеходные переходы. Нужно нажать вот здесь вот. Вот так, раз, опа. Господи, как будто автомат какой-то клацает. Улица какого-то адмирала. Посмотрите, у них табло появилось, да? Показывает расписание. Князь Милош. Архитектурные штрихи. Про светофоры и переход дороги. Обычно это все не работает. Хотя вот смотрите, я нажал, что-то происходит. Но в принципе на Балканах не принято, чтобы что-то работало. Обычно все, ну как сказать, в заброшенном состоянии. А это, кстати говоря, возле автобусного вокзала. Такая вот красота, чудо архитектуры. Какое-то генеалогическое древо здесь у нас находится. Очень красиво здесь со всех сторон. Старое здание железнодорожного вокзала, к сожалению, больше не используется. Я так понимаю, что будет вскоре здесь музей. И очень печально, что такое красивое здание просто стоит в таком унынии, не используется совсем. А это чудо югославской инженерии. Смотрите, какой локомотив. Стоит, гниет. И видно, что уже вон есть некоторые проблемки, ржавчина со всех сторон. Но посмотрите, какой логотипчик. Это ж класс. А здесь технические характеристики написаны. Вот. Пожалуйста. Все как надо. Естественно, сзади всего этого находится свалка и стройка. И все так вот брошено. Это по-балкански. Узнаю почерк балканских стран. Я решил пересечь мост для того, чтобы показать вам Новый Белград. Это спальный район Белграда. И весьма вот такой вот классический, я бы сказал, спальник. Нечего добавить даже. Шумно здесь слегка. Трасса. Муравейники. И еще личная история, связанная с этим районом лично у меня. 4 года назад, ребята, где-то здесь, в этом районе, вот там вот есть хостел. Не знаю, функционирует он сейчас или нет уже, но я там арендовал себе койку на 3, что ли, 4 дня. И проблема заключалась в том, что я не смог зайти 1 января туда, в этот хостел. И получается, что Новый год встречал я на улице. И только в 6 утра я смог зайти в хостел и заснуть там. У меня даже про это отдельное видео есть, хотя, конечно, качество оно такое не очень хорошее, потому что я еще снимал ее до моих основных ютубовских времен, скажем так, до большого количества подписчиков. Вот. Но это все-таки интересный опыт был. 1 января, представьте, ночевать на улице в холодину. Вот, я провел это время в основном в баре. Бранков мост, вид на Дунай. А это непосредственно дорога в центр города. Ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайк. Будут еще видео. А Белград — это очень красивый город. Смотрите, какой красивый. Вот. Гуляя здесь, я всегда нахожу какие-то новые места, которые меня притягивают. И несмотря на то, что прошло довольно много времени с тех пор, как я не был здесь, да, я все равно вижу, что город модернизируется, меняется, становится все краше. А это очень хорошее качество.